Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами Вивьена на канале, где мы говорим об отношениях мужчины и женщины, о нас в этих отношениях, о них в этих отношениях. Большая благодарность вам за донаты, за энергообмен. Не забывайте, смотрите на первом канале ведунья Вивьена различные чистки. Без чисток невозможно, иначе ваш энергококон абсолютно засорится, вы будете болеть. И будут определенные неприятности в вашей жизни. Это надо понимать, для чего делаются чистки. Чистки нужно делать хотя бы один раз в 6 месяцев или 8 месяцев у мастера. Вивьена, специалист по чисткам. Я понимаю, что не у всех есть какие-то материальные блага. Смотрите по нескольку раз онлайн. Берите потом деньги, накапливайте, но делайте. Это нужно для вас. Но если вы не будете для своей жизни, то кто кроме вас? А сегодня у нас на этом канале замечательный такой расклад. Будем смотреть на картах. А мы делаем разные расклады и на воске, и на картах, и на чечевице, и на рисе арабские. Какая ты сейчас для людей и для мужчин? Какая ты? Какая ты, королева? Какая ты для людей и для мужчин? Ну, а теперь будем смотреть. Теперь будем смотреть. Какая ты для людей и какая ты, говорю на ты, просто так удобнее общаюсь, всегда общаюсь на вы. Так научили. И для мужчин. Ну, сначала мы будем смотреть, какая... Так, я отставлю пока это, чтобы не мешалось. Какая вы для людей? Какая вы для людей? А для людей-то вы, извините, вот такая. Знаете, как вас? Для людей многих вас считают, что у вас какой-то мужской характер. Или вы такая сильная, как мужчина, или железная леди, как Маргарет Тэтчер. Так, какая вы для людей? Будем смотреть, какая вы для людей. Будем смотреть. Какая вы для людей? Ну, а люди некоторые будут думать, что на вас еще... Какая вы для людей? Что вы очень привлекаете мужчин. Это их мнение. Ваше может быть совсем другое, но это их. Какая вы для людей? Вы для людей действительно человек, который мчится вперед, которому надо какое-то движение. Возможно, у вас есть какое-то средство передвижения, автомобиль, а может, у кого-то целый лайнер. И образно вам говорю, я всегда люблю смеяться и веселиться. Только когда человек радуется жизни и смеется, у него все налаживается. У него все идет вперед, 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 и материальные блага прибавляются, и личные отношения тоже. Человек просто понимает, для чего он живет. Как думают о вас люди, и какая вы для людей. Да, почему-то люди считают, что вы привлекаете мужские посохи к себе, и что вы движетесь как-то вперед, с какой-то скоростью, вы какая-то скоростная. Что еще думают люди о вас? Что вы достаточно скрытный человек. Вот вроде вы можете там бла-бла-бла что-то наговорить, а все как бы не так вот, не о себе. Все вот как думают о вас люди. Да, они думают, что вы скрытная и что вы, знаете, ну, возможно, живете как будто девушка там из 18 века или мужчина из 19 века, что вы живете в каких-то своих, в какой-то своей жизни. Вот, например, как мы, например, вот я Вивиена, ведунья, а мы живем совершенно другой жизнью, нежели обычные люди. И поэтому и здесь как-то считают, что вы живете как-то не так. Вы в своем коконе, в своем пространстве. Что думают люди о вас? Ну, люди о вас еще думают, знаете что? Что вы пережили очень много страданий. И сейчас они думают о вас, что вы эти страдания не показываете всем, не показываете. Железная леди-то. Что люди о вас еще думают, знаете? А от того, что вы не показываете, что вам когда больно, или когда у вас, например, не хватает каких-то материальных благ или еще чего-то, они почему-то считают, что вы огурчик
не из той баночки. Вы как будто огурчик из баночки с томатным соусом, а они хотят, чтобы было просто кислый такой огурец из бочки. Как будто вы, вот вы не такая, как они считают, что вы морально другая. Карта достаточно сложная. Да, знаете, они как считают, что вы идете по дороге, вот дуракам, говорят, всегда везет, это очень хорошая эта вещь, что вы идете по дороге и идете, а потому что вы, большинство, кто смотрит сейчас, они так, им кажется, что вы с легкостью относитесь к жизни. На самом деле они знают, что у вас много переживаний. А давайте посмотрим, что... Ну, они так считают. А почему они так считают? Ну, интересно. Странно они как-то считают. Завидуют, что ли? А здесь на самом деле. Потому что они считают, что вы как будто в 3 измерениях. Вот одно лицо, второе, третье. То есть, да, ну, почему они завидуют? Потому что они, понимаете, очень хотят быть похожи чем-то на вас. Но чтобы вас уколоть и сделать больно, они вас хотят вот так тык-тык-тык-тык-тык-тык. Почему? Поэтому они от вас убегают. Или вы от них убегаете, чтобы... Зачем? Как я говорю, вот, наверное, кто-то смотрит, кто у Вивьены часто в гостях, на ее каналах. Игнорьте их, игнорьте, зачем они нужны. Лучше повернуться и побежать свободно по полю и радоваться жизни. Вот почему. Ну, давайте смотреть, что как мужчины... Мужчины на вас смотрят очень интересно. Они смотрят на вас, как на женщину, которая действительно... которая может объединять, которая дает свет, которая дает силу мужчине, которая дает ему очаг, радость, гнездо такое, мягкое, постельку. Ну, я не в плохом смысле, я в хорошем. Как видит вас мужчина? Мужчины вас видят женщиной, которая сама может зарабатывать какие-то средства и которая может оберегать средства, которые есть в семье. Она будет как вот курочка, сидеть, вот как яички курочка закрывает, точно так же они считают, что вы не допустите, чтобы ваше гнездо разорили или что-то забрали. Что мужчины думают о вас? Ну, что вы очень привлекательны. Ну, привлекательны до привлекательности. Значит, люди правы. Что мужчины думают о вас? И опять они говорят, мужчины думают о вас, о том, что вы действительно умеете зарабатывать деньги или даете мужчине на такую силу, советом или какую-то силу, что мужчины начинают зарабатывать деньги. То есть то, что и что вы действительно железная леди. К вам просто так не подступишься. К вам нужен особый подход. Что мужчины еще думают о вас? Что вы вот внутренне как бы как одиночка, которая сама идет по дороге и освещает свой путь. Что мужчины еще думают о вас? А в то же время вы очень внутри веселый человек. Они хотели бы к вам, вот говорю, как-то вот, а не получается. Вы можете, знаете, просто засмеяться, и они сразу, ай, и как к вам подобраться. Что мужчины сейчас думают о вас? Знаете, они считают, что если с вами вот знакомство или то, что с вами быть близко, не в том смысле, не в интимном, а вообще, вы как будто посланные богами. У вас что-то такое есть ангельское, что-то такое, вот они вот в вас чего-то такое видят, особенное. Да, и они прекрасно, мужчины, как понимают, что вы созданы для любви. Вы даете эту любовь, любовь света, любую любовь, вы даете этот свет и радость. Что они еще думают о вас? Они думают о вас, если с такой женщиной быть рядом, это по справедливости, это действительно дано высшими силами. Мужчины, не какой-то определенный мужчина, Петя или Вова, а определенный мужчина. Но в то же время они понимают, что если что-то сделать не так, как вы бы желали, или то, чего вы достойны,
по отношениям, то вы сами быстро все разрушите и скажете: пошел вон, дружок, пирожок. И поэтому мужчины вас боятся. А почему они вас боятся? Ну, потому что вы действительно как ангел. Вы можете все продумать, измерить. Почему бояться? Потому что вы так привлекаете, и, может быть, и феромонами привлекаете этих мужчин. И все, они на вас смотрят, но они боятся к вам подойти. И что они думают о вас? Они знают, что вы знаете, какая ваша дорога, и пойдете по этой дороге сами, и поведете за собой. А давайте посмотрим, а как вам поступать в такой ситуации? А вам поступать туз мечей. Там была королева мечей, туз мечей. По справедливости и с любовью, и иногда в защиту. Туз мечей очень интересная карта. Все вот то, что мы говорили в раскладе, все четко вышло здесь. Что у вас в руках должен быть меч. И туз мечей, что это энергия любви и ненависти в одном флаконе. Она движет вперед. Это такой расклад. Очень мудрый расклад получился. Пишите: принимаю, приобретаю, гляжу вперед и побеждаю. Да будет так. Пожалуйста, заходите на Telegram. Все ссылки, все мои контакты для личных раскладов и для личных чисток. Все в профиле, все в описании. Пока-пока.